Друзья, всем привет! Сегодня для украинских беженцев, которые находятся за границей, да, в большинстве своем в странах Европейского Союза, в том числе и в Германии, украинская власть сделала выгодное, я кавычу, предложение. И вот если вам это интересно, по возврату на родину, если вам это интересно, тема, смотрите это видео до конца, и вы, конечно же, об этом предложении узнаете и сможете его в комментариях к этому видео прокомментировать и высказать свое мнение. Друзья, перед тем, как перейти к основной теме, хочу поблагодарить тех из вас, кто является моим подписчиком моего канала YouTube и меня постоянно смотрит, то есть кому нравится мое творчество. Тем, кто смотрит постоянно мои видео, но еще не оформил подписку на канал, друзья, у меня к вам убедительная просьба. Пожалуйста, подпишитесь, вам же это не сложно сделать. Секундное дело, и вы подпишитесь. Итак, мы уже с вами знаем, друзья, я уже неоднократно в своих видео рассказывал о том, что в Украине начало уже действовать новое, переименованное, я делаю акцент на этом, это не вновь создано, а переименованное старое Министерство реинтеграции в новое, переименовали его просто. Сейчас оно называется Министерство национального единства. И мы все прекрасно с вами знаем, что главной задачей этого министерства будет являться возвращение украинских беженцев и женщин и мужчин на родину, обратно на родину. Уже было проанонсировано чиновниками этого министерства, по-моему, чиновникам из офиса президента, о том, что с января 2025 года начнет также действовать, запустится в работу совместный немецко-украинский проект по возврату, украинских беженцев на родину в Украину. Но пока еще детали не раскрыты, то есть мы только знаем общую информацию, но по крайней мере такое уже заявлено украинскими чиновниками. И вот новый министр вновь переименованного Министерства национального единства в новом уже 2025 году, буквально пару дней назад, сделал украинским беженцам, которые находятся за границей, предложение, как он считает, я думаю, выгодное. Вот что пишут украинские СМИ. Украинцам, которые сейчас за границей, готовы предоставить работу в оборонных предприятиях и бронирование. Об этом заявил, как я уже сказал, министр этого нового переименованного Министерства национального единства Алексей Чернышов, когда он был со своим личным визитом в Варшаве. То есть что предлагает это Министерство национального единства? Оно предлагает бронировать украинских граждан, которые находятся за границей и которые изъявили желание вернуться домой и продолжить, уже, скажем так, в Украине на родине жить и работать в оборонной промышленности, то есть в определенных отраслях. Почему? Потому что сейчас Украина испытывает огромную нехватку специалистов в оборонных и промышленных отраслях. Министр не говорит почему. Но я вам скажу, потому что проходит мобилизация. Уже позабирали всех, уже даже нету сантехника, кто может прийти просто почистить туалет. Просто в обычном жилом доме. В оборонных и промышленных областях точно такая же картина происходит. То есть вы представляете, да, себе картину. То есть предлагают мужчине, который находится за границей, например, в Германии, который, к примеру, в Германии уже трудоустроен, работает, получает немецкую заработную плату, к примеру, минимальную, или даже не работает, а просто получает денежное пособие Бюргергельд, да, и за него все оплачивает государство немецкое, и проживание, и питание, и медицину, и так далее, да, и он сидит на пособии, они ему предлагают, что мы тебе найдем работу где-то там на заводе, и ты приедешь, и ты получишь гарантированно бронь от мобилизации. То есть ты на войну не поедешь. Вот как вы думаете, у меня к вам вопрос, кто-то из украинских мужчин, которые находятся за границей, и вот они согласятся на это предложение, приедут в Украину, получат бронь, как вы думаете, люди задумываются о том, что их могут просто-напросто кинуть и обмануть украинская власть? Как неоднократно это делала, причем это делала во всех сферах. Я сейчас не буду это перечислять. И с банковской системой покидали вкладчиков, это было еще до войны. Постоянно происходят такие какие-то инциденты, связанные с массовым обманом со стороны украинского государства. Вот он поедет, то есть сейчас ему предоставят бронь, а через месяц эту бронь просто отменят, да и все. Как это, кстати, было вот недавно, где-то полгода назад, тоже был скандал. Вот что еще новый министр заявил.
большинство из них, он имеет в виду специалистов украинских, Украина готова бронировать от военной службы. Именно для этого правительство планирует развернуть соответствующие центры вакансий, которые помогут найти работу в Украине или в стране пребывания. И тогда мужчины сами будут выбирать свой путь. Специалисты будут поощрять выбирать профессиональное развитие в Украине. Я уверен, что украинцы, мужчины к этому стремятся. Они хотят принести пользу. Если он не готов продолжать свой путь в военном направлении, он может предложить себя как профессионала, сказал Чернышов. То есть мужчины сейчас, вот мы читаем посредством массовой информации, да, в телеграм-каналах, да и украинские СМИ пишут постоянно, значит, платят огромнейшие деньги, рискуя своей жизнью, рискуя своим здоровьем, бегут из Украины, через Тису переправляются, там просто кошмар, что творится, там сколько людей уже утонуло. Они бегут, да, за границу, платя деньги. И тут они, вы поняли, да, раз, они стремятся, министр заявляет, вернуться назад в Украину. Профессионалы. Например, там какой-то электрик, там какой-то супер-супер, да, он убежал за границу, и вот он думает, ага, и он стремится вернуться потом в Украину. Ну вот как вы, ну вообще, ну нелепая ситуация. Ну вы понимаете? То есть я не знаю, для чего он это заявляет. Ну на кого это все рассчитано, вот честно. То есть он уверен, что мужчины, которые, еще раз повторюсь, находятся за границей, они хотят приехать в Украину, ну это такое предложение, да, получить бронь, само собой понятно, устроиться их Украин, и им, понятно, приедут они на родину уже на какое-то рабочее место, то есть им заранее подыщут рабочее место, туда его устроят, он получит бронь, и он будет получать там, ну, примерно 20 тысяч гривен. Да, вы не ошибаетесь, друзья, 20 тысяч гривен, это средняя зарплата. 19 231 гривна. Это средняя зарплата в Украине в 2024 году. Это предприятие, это скорее всего, эта информация взята с официального сайта государственной статистики, но государственная статистика опирается, значит, там в большинстве своем случаев еще и, то есть у них одинаковые практически данные и с коммерческими сайтами. Есть такой сайт в Украине, Work.ua называется, работает. Там точно такая же заработная плата указана, ну там может чуть-чуть больше. То есть 20 тысяч гривен, это, если переведем на евро, это 454 евро. Так в Германии украинский мужчина, украинский беженец, если он один, который не работает, он получает пособие 563 евро. Помимо этого, вы это все прекрасно сами знаете, государство немецкое ему оплачивает проживание бесплатно, медицину и так далее. Еще учит языку, если он еще язык более-менее подучил, могут устроить куда-то на Аусбильдинг, там получать образование и так далее. Принудительно возвращать украинцев из-за границы не будут. Это хорошие новости, о которых тоже этот министр сказал. Значит, в правительстве отмечают, что решение о возвращении в Украину каждый гражданин Украины, который находится за границей, будет принимать самостоятельно. И также министр отметил, что в настоящее время планов о принудительном возвращении граждан Украины, которые находятся за границей, в Украине нет. Вот что он сказал. Решение о возвращении будет принимать лично украинец или украинка, которые сейчас находятся в Европе. И это будет исключительно решение граждан. В любом случае принуждения или действий, связанных с этим, не будет, сказал министр. Планов принудительно возвращать нет. Почему? Потому что в Европе, да, в отличие, большинство граждан Украины находятся в Европе, и поэтому я думаю, что это, скорее всего, послание и предложение этого министра было адресовано именно украинским беженцам, которые находятся в Европейском Союзе. Так вот, в Европе, в отличие от правового государства с цветущей демократией, в настоящее время законы соблюдаются беспрекословно. Где-то, понятно, есть, но в большинстве случаев соблюдаются, и суды выносят справедливые решения. Если бы можно было бы, и Европа бы позволила бы украинской власти вернуть украинских беженцев вот точно таким же путем, как сейчас происходит в Украине мобилизация ТЦКшниками на улицах украинских городов, мужчин мобилизационного возраста. Эх бы, да показали бы украинские власти, чиновники, как надо возвращать украинских беженцев без принуждения.
Все бы на голубом глазу, как сейчас говорят, да у нас же все правовое государство. Куда ни зайди, везде правовое государство. Везде закон соблюдается, везде конституция, это там вообще прям самый главный нормативный документ. Да, то, что там под носом на улицах творится. Ну так это есть случаи, но это в основном же пишут же российские ПСО. Вы понимаете, это все снимают, вот это в ТикТоке выкладывают, в Телеграме, это все российское ПСО снимает. А закон в Украине соблюдается, верховенство права. Ну, никто не спорит с этим. Еще раз повторюсь, друзья, мне интересно, на что рассчитано это предложение? Рассчитано на то, что кто-то из украинских беженцев поверит в это все, да, вернется. Ну, мое личное мнение, если человек адекватный, я сейчас говорю за адекватных людей, да, и который уже находится на территории Европейского Союза, ну, то я думаю, что особо нет желания в Украину возвращаться. Ну, пока идет там, например, военное положение, это 100%, а даже если у человека останется возможность, да, остаться в Европе, там по работе или по другой какой-то, или учиться, значит, и не возвращаться в Украину даже после окончания войны, то я думаю, что люди этим тоже воспользуются. Мы это можем наблюдать со статистики, которую немцы провели. Еще раз повторюсь, более 65% украинских беженцев, которые находятся в Германии, они немецким исследователям заявили, что даже после окончания войны, когда поснимают это военное положение, когда все уже наладится, они не желают возвращаться в Украину. Не желают. Я не знаю, читают они статистику, смотрят на это все или нет. Вот такая ситуация. Друзья, что думаете вы по этой информации? Давайте ее обсудим. Напишите свое мнение в комментариях, пожалуйста.